Всем привет! Итак, 5 числа стартовал бета-тест новой версии WoW Classic – сезон мастерства. В предыдущем видео я подробно рассказал, что эта версия себя представляет, но для тех, кому лень переходить по подсказке в правом верхнем углу, вкратце напомню. Сезон мастерства представляет собой новые сервера ванилы, где игроки должны прокачать персонажей с нуля и пройти все уже знакомые нам 6 фаз. 6 фаз, которые выйдут в ускоренном темпе в течение года, то есть на каждую фазу отведется примерно пару месяцев. Кроме этого, планируется ускоренная прокачка за счет повышенного опыта при выполнении заданий, а также в рейдовых подземельях будет невозможно использовать World Buff'ы. Причем, как недавно заявили разработчики, темполярные модуляторы в игре останутся, и вы в принципе сможете также собирать бафы по миру, неизвестно для каких целей, но сможете. А если вы откроете бафы внутри рейдового подземелья, они исчезнут. Эта фича одна из главных особенностей сезона мастерства и призвана немного изменить подход к подготовке на посещение рейдов. И вторая особенность, которая заметно выделяет новую классику от всеми уже знакомой, это отсутствие лимита дебафов на цели, что по мнению разработчиков должно позволить заиграть определенным классом в полную силу. Если ранее таким классам как Охотник или Варлок разрешалось вешать только те дебафы, которые были полезны всему рейду, а не только приносящие пользу игроку персонально, то теперь таких ограничений не будет. Сама идея сезона мастерства и стартовавший бета-тест породил немало вопросов, на которые разработчики дали короткие комментарии, и в которых мы сейчас разберемся. Первое. Что будет с персонажами, когда цикл сервера подойдет к концу? Сервера закроются или можно будет продолжить на них играть? Пока Blizzard затрудняются на этот вопрос ответить, они еще сами толком не знают, как поступить, но что уже можно сказать точно, это то, что персонажи сохранятся и не пропадут совсем. В конце цикла 6 фаз не будет стопроцентного вайпа, и ваши усилия не будут потрачены впустую. А что же тогда будет? Если прикинуть варианты, то это может быть копия персонажа на сервера вечной классики. Возможно, даже платная. Blizzard вполне могут пойти по старой схеме, прогрессировать классические сервера в Burning Crusade и запустить таким образом условный фреш БК. А тем, кто захочет играть дальше на классике, будет позволено выбрать вместо БК классическую эру. Для тех же, кто захочет играть и там, возможен вариант создания платной копии, как это, собственно, есть и сейчас. Единственное, что смущает, это то, что сервера вечной классики по дизайну будут отличаться от сезона мастерства. Там по-прежнему будут работать World Buff'ы в рейдах, и лимит дебаф слотов ограничится в 16 дебафов. Игрокам, пришедшим с новой классики, придется подстроиться под старые правила. Вопрос в том, захотят ли они этого, не затребуют ли отдельные сервера с новыми плюшками. Потому что по заверению Blizzard сервера вечной классики меняться не будут, и это уже точно. Игроки продолжат играть по старой схеме, как и делали до возможного слияния. Изменения, введенные на сезон мастерства, ни в коем случае не испортят экспириенс вечной классики. И это, наверное, хорошо, учитывая то, что те, кто сейчас там играет, не очень-то спешат на фреш, а предпочитают дальше закрывать финальные рейды. Единственное, что мне стало известно, это то, что на сервера вечной классики завезли монофракционные БГ, чему я очень удивлен. По какой такой причине? Если в БК проблема дисбаланса фракций была налицо и вставал вопрос о сокращении очередей, то в классике это был один из важных элементов особенностей фракции. В ваниле тоже был небольшой перевес в пользу Орды, в основном на PvP серверах, но это никому не мешало. Игрок мог выбирать, играть с большими капами нон-стоп, с полным отсутствием очередей, или играть так лайтовенько, с определенными перерывами, в которых можно было продолжать PvP-гонку в открытом мире. Так было в WoW Classic в 2019, так же как это было и в 2005. Причем я не слышал какого-то вайна по очередям на БГ в ваниле. По большей части всех все устраивало. Да, в БК там было много нытья по поводу очередей у Орды, но в Burning Crusade существовала необходимость фармить нон-сеты для арены. В классике же какой повод делать изменения? Вся фракция находится в одинаковых условиях. Если ты стоишь в очереди, значит твои конкуренты стоят в очереди тоже. И ускорять этот процесс вообще нет смысла. Тем не менее, я вижу, что Blizzard эта идея пришлась по душе. Теперь они не будут отмазываться, что это всего лишь в порядке тестирования, они еще там что-то думают, вводить монофракцию или нет. Теперь эта фича будет присутствовать везде, во всех версиях WoW. Даже на классике, в том числе на сезоне мастерства. И в этом даже нет сомнений. Я еще не проверял, но если не затруднит, отпишите в комментариях, те, кто играет на вечной ваниле, дает ли подобный подход возможность абуза PvP-системы, когда в рамках одной гильдии появляется возможность лить друг другу хонор, пользуясь отсутствием большого онлайна. Что касается PvP-системы на серверах сезона мастерства, то Blizzard уверили, что хотят сохранить престижность 14 ранга и не планируют ничего менять в пользу облегчения данного процесса.
Более того, учитывая ускоренный таймлайн и быстрый выход фаз, у них в планах сохранить эффект мазохизма для игроков, которым нравилось бесконечно торчать на ПГ, и не спать ночами, приближаясь к заветному Гранд-Маршалу или Хай-Варлорду. Пока еще не решили, как это будет выглядеть, но в данный момент думают над этим вопросом и в ближайшее время порадуют нас своим решением. Опять же, возвращаясь к ускоренному выходу фаз и невозможности игроков успевать подготовиться к выходу каждой фазы в плане экипировки. Как поступить с добычей? Увеличится ли ее добыча в рейдах? Или может быть КД рейдов будет короче? Blizzard не видит в этом проблемы и прокомментировали: нам кажется, что недостаток экипировки был немаловажной частью оригинальной игры, в известной степени определявшей ее сложность, и мы надеемся воссоздать этот опыт. Разумеется, мы будем пристально наблюдать за ситуацией и вполне открыты для изменений, если сочтем, что они необходимы. То есть отсутствие шмоток к выходу новой фазы — это своего рода элемент хардкора. Отсутствие ворлд-баффов, недостаток экипировки — вам должно понравиться. Просили посложнее — получите. Ну и теперь давайте перейдем к самому бета-тесту. Я на него залетел непосредственно к самому началу и запечатлел огромное количество желающих. Ну, собственно, это по большей части были любопытные, зашедшие посмотреть на этот странный сезон мастерства, о котором было столько разговоров. И увидев, что это все та же самая классика, уходили. Прокачиваться изъявили желание немногие. На первую фазу теста разработчики поставили ограничение в 30 уровней, и задача стояла пока что только посмотреть на то, как работает система быстрой прокачки. Спустя 3 дня после старта беты я уже не видел столько народу в стартовой локации. Но тем не менее желающие периодически заглядывали. Оно и понятно, нужно учитывать, что на тест выделен всего лишь один сервер, доступный для всего мира, что тоже вызывало определенный дискомфорт. Сразу по заходу на сервер я почувствовал острую просадку по FPS и небольшие фризы. Поначалу, погрешив на свой достаточно неплохой комп, я сделал настройки качества поменьше, но проблема заметно не решилась. Чуть позже, побывав на других стримах бета, выяснилось, что проблемы присутствуют у многих, и это скорее всего связано с недавней обновой инфраструктуры, когда клиент WoW Classic обновили до более современной версии, позволяющей использовать возможности современных видеокарт. Ожидая улучшений, я заметил наоборот ухудшения. С чем это связано, непонятно. Возможно, разработчики искусственно создают нагрузку на сервера, дабы проверить их работу на максимальном пределе, и настраивают их исходя из увиденного. Ну, как это было, кстати, на тестировании открытия врат Анкеража. Сначала там все тонули в лагах, пока разрабы выкручивали мощности сервака, чтобы понять его пределы возможностей. А под конец лаги вроде как закончились. Ну, возможно, тут так же. Все-таки это бета-тест, и ныть по поводу лагов рановато. Я на всякий случай отправил разработчикам репорт, так что если вы зайдете на сервер и не почувствуете лагов, вы знаете, кому сказать спасибо. Система репортов, кстати, интересно реализована. Каждый раз, давая квест, вам предлагают поделиться впечатлением. И это хорошо. Игроки, пришедшие на бета-тест, должны не чилить, а собственно тестировать. И игра периодически им об этом напоминает. Теперь забавный факт. Новость о старте сезона мастерства запустили свежий тренд, который подхватили многие игроки. В основном, конечно же, это демонстрируют стримеры. Речь идет о наверняка вам знакомом челлендже хардкор прокачки, когда смерть персонажа означала конец игры, и игроку приходилось удалять перс и начинать заново. Эта движуха стартовала уже, наверное, как пару лет назад и привлекла много единомышленников. При желании можно найти сайт данного челленджа и прочитать правила. Правила достаточно суровые. Нельзя умирать, нельзя пользоваться аукционом и почтой, нельзя принимать бафы других игроков и вообще пользоваться любой помощью от других игроков. Нельзя пользоваться банками, если вы не алхимик и не сварили их сам. Все, что вам доступно, это шмот, добытый в процессе прокачки или скрафченный самому. Устанавливается аддон за этим следящий и отправляются результаты на сайт данной темы. Челлендж очень популярен за рубежом и выполняется на нескольких отобранных под данную прокачку серверах. Но выход беты вывел хардкор на новый уровень. Все как с ума посходили. Я это могу понять, нужно как-то обосновать для зрителей игру на бете. Когда тебе задают вопрос, а нахера ты тут играешь, ведь прогресс не сохранится, наверное, сомнительно будет звучать ответ, что я хочу помочь Blizzard в тестировании сезона мастерства. Но я на самом деле не против такого вида ловли хайпа, наоборот, чем больше движухи, тем лучше для развития сообщества любителей WoW Classic. Единственное, что пока этот челлендж тормозит ограничитель прокачки до 30 уровня. Но думаю, что Blizzard скоро запустит новый этап. Возможно, на бетке это пока тренировка перед новым сезоном хардкор челленджа, когда на кону стоит $10 тысяч. $10 тысяч для тех, кто прокачается до 60 и убьет Рагнароса, не умерев ни разу.
Как это будет выглядеть на практике, я не могу представить. Одно дело, когда на прокачке твоя жизнь зависит только от тебя, и ты прикладываешь максимум усилий, чтобы не создавать опасных ситуаций, повлекших гибель персонажа. Другое дело, когда ты, например, танк, и твоя жизнь зависит от хилов. Не факт, что достаточно скилловых, которые в критической ситуации лучше себя похилят, чем тебя. Чего уж говорить про миликов, которые наверняка пачками будут дохнуть на лава-паках. Самые тяжелые $10 000 в истории World of Warcraft, как мне кажется. Но, тем не менее, я буду следить за этим челленджем и информировать вас о всех движухах, проходящих около. И если вы до сих пор не подписаны на канал, сейчас самое время это сделать. Ну, не только потому, что вы хотите быть в курсе обо всех событиях WoW Classic, регулярно освещающихся на этом канале, ну а просто потому, что вы классные и хотите поддержать канал в борьбе с этими суровыми алгоритмами YouTube. И, конечно, я буду безмерно благодарен. Продолжу выпускать свежие интересные видео. Как уже было сказано, тестирование проходит на одном сервере. Близы посчитали, что этого достаточно. Где-то я слышал, что на нем также работают слои, но это никак не вяжется с тем, что я видел на старте. Народу было очень много. И похоже на то, что в данный момент слоев не было. Хотя кто его знает, может и были. Может, если бы не было слоев, мы на старте бы просто утонули в лагах. Такое, в принципе, возможно, учитывая, что тест был открытый, все желающие могли на него зайти, абсолютно с любой точки мира. Сам сервер стоит в Америке. Из России я отмечаю пинг 160. Ну, это, как сказать, не особо мешает. Даже вообще не ощутил задержку. Ники можно было создавать на всех языках, в том числе и на русском. Я видел игроков с никами на кириллице, но сам, к сожалению, создать не смог. Игра выдавала ошибку склонения. Я даже отменил склонение, но все равно не смог создать русскоязычный ник. Те, у кого получилось, поделитесь секретом. Что я хочу сказать. В целом, сообщество положительно относится к запуску свежих классических серверов. Это можно отследить хотя бы по интересу к данной теме. Новости по фрешам и сезону мастерства затмевают новости по вышедшему недавно обновлению Т5 на БК. Но также часть игроков к данным планам Blizzard относится с недоумением. Причем формулировка достаточно своеобразная. Зачем вы хотите стартовать в классику заново? Ведь я ее уже прошел. Я уже играю на БК, вы почему там не играете? Следите за мыслью. Я уже давно на WoW забил, но вы еще играете. Вы разве не такой же? Разве вы не делаете так же, как я? Я хожу по всем возможным форумам WoW Classic и рассказываю, как мне неинтересно. Не понимаю, почему вам интересно? В подобных сообщениях скрыт особый смысл, постичь который не каждому дано. Кстати, вы можете поделиться в комментариях, насколько вам интересна эта тема, и если у вас интерес, стартануть заново на WoW Classic. На самом деле сложно спрогнозировать сейчас, насколько будет популярен перезапуск ванилы под новой версией. Вполне возможно, разработчики приготовили еще какие-то сюрпризы, о которых пока решили не рассказывать. Но то, что интерес к Classic есть, это нельзя отрицать. И запуск фреш-серверов WoW Classic в любом случае будет интересным событием, которое по масштабности не уступит выходу крупного обновления World of Warcraft. Я могу ошибаться, мне хочется в это верить. В конце концов, разве нам нужны 100-тысячные онлайны? Игрокам вполне будет достаточно одного сносного сервера с более-менее живым населением в 2-3 тысячи. Но, глядя сейчас на бетку, я уверен, что будет значительно больше. Я вижу желание уже знакомых нам зарубежных стримеров поддерживать движуху на ваниле, и они будут это делать. Так что все в перспективе более чем хорошо. Хоронить WoW Classic еще рано. Спасибо, что досмотрели это видео до конца и поддержали его лайком и комментарием. Всего вам хорошего. До встречи.